Всем привет! С вами Димончик 64. В этом видео я хочу с вами поговорить о том, как нам с Никитой удалось одержать победу над хейтерами. Апреля 2025 года хейтеры создали от моего имени фейковый телеграм-канал и стали публиковать на нем различного рода нехорошие вещи по типу сексизма, экстремизма и терроризма, а также и нацизма. Создавал его король ПСХ и его друзья. После передачи канала во владении Богдану Собакину, СОВКАСУС, он тут же удалил этот канал. Также он удалил все остальные каналы, которые использовали хейтеры для понижения нашей репутации в интернете. Сейчас я расскажу о том, как меня король ПСХ обманывал. Смотрите дальше. Мая 2025 года я решил попытаться помириться с королем ПСХ. Он долгое время мне не отвечал, а спамил всякими картиночками, видосиками и так далее. Позже он все-таки ответил и предложил в качестве условия перемирия добавить себя в мои контакты. Я добавил его, убрал галочку для показа номера телефона, но он мне сказал, что твой номер телефона все равно мне видно. Я поставил галочку для показа телефона, и он перестал быть виден. После этого король ПСХ меня просто кинул в черный список, а на мой телефон стали приходить странные СМС с кодами подтверждения от каких-то сервисов. Как вы уже поняли, король ПСХ просто получил мой номер телефона обманным путем, а затем стал запускать СМС-бомберы. Плюс еще в фейковом канале мой телефон опубликовали. Утром 2 мая 2025 года король ПСХ с его дружками создают ботов-антихейтер и очистка говна и плохих людей, которые поборют меня с хейтом. Но по факту они просто уничтожили мой телеграм-канал. Если вы смотрели видео с названием «Мой ТГК уничтожили», то вы точно знаете подробности этого инцидента. А если не смотрели, то обязательно посмотрите его. Ссылка будет в подсказочке или в описании. Мая 2025 года, в 17:09 МС, король ПСХ мне написал, что Дим, чтобы мы помирились, скачали какой-то этот файл и шлет мне его. Название файла было странным, имело расширение «Эксе», весил 300 килобайт. Я уже начал подозревать, что это ратник, и кинул файл на Верустатл, и сразу 39 антивирусов нашли в этом файле разные трояны. Очевидно же, что нашли трояны, которые позволяют с компьютера жертвы красть личные данные. Как вы уже поняли, мне кинули ратник, а я даже и не стал его запускать. Король ПСХ думал, что я настолько тупой, что мне лень будет кинуть файл на Верустатл, и я сразу же запущу его. Ни хрена подобного. Кинул файл на Верустатл и даже не стал запускать его. После того, как выяснилось, что этот файл действительно оказался вредоносной программой, я не стал ему отвечать и просто кинул в черный список. И переписку почистил от греха подальше. Хотел меня снова обмануть, но тут в этот раз сделать не получилось, так как я оказался бдительным. Победить хейтеров нам помог Богдан Собакин. Незадолго до удаления фейковых телеграм-каналов был серьезный конфликт между Собакиным и админами. Без него мы бы никогда не победили этих мразей, которые пытались уничтожить нашу карьеру в интернете, но в итоге мы выстояли и победили. Если вы меня спросите, при чем тут Собакин, то я вам скажу, он первым мне сообщил о фейковом ТГ-канале, и сам был в шоке от того, что там публикуется. Если он еще 8 месяцев меня хейтил, то сейчас не хейтит.
Он на нашей стороне. Кстати, его назначили владельцем фейкового ТГ-канала, и он, еще раз повторюсь, удалил канал. И не только его, но и все остальные фейк-каналы тоже поудалил. Эти фейк-каналы использовали хейтеры для понижения нашей репутации. Впрочем, не буду миллион раз повторять об одном и том же. Если вы по-прежнему продолжаете думать, что Собакин – хуйлый пидорас, то я вам скажу, что его жестко подставили. Его подставили тем, что дипфейки, которые делали хейтеры, спихивали на него, что называется, переводили стрелки. Плюс еще его оригинальный телеграм-канал с названием Сопка тоже использовали в темную и публиковали издевательские рисунки и эдиты в феврале этого года. Собакин давным-давно все осознал. Благодаря тому, что Собакин удалил все фейковые ТГ, то я смог вернуть себе законный псевдоним для своего канала в Telegram Димончик64. До этого юзернейм был Димона64. Наконец-то. Ссылка на мой ТГ-канал в комментарии или в описании канала на YouTube. Мы все-таки смогли победить хейтеров, плюс еще Собакин нам помог. Спасибо тебе огромное, если ты смотришь это видео, за победу над хейтерами. Без тебя у нас бы ничего не получилось. Хейтеры воевали с нами 1 месяц и 2 дня и проиграли эту войну. 15 мая 2025 года, теперь День Победы над хейтерами. А 13 апреля 2025 года, день начала войны хейтеров против нас. Поднимем бокал шампанского и скажем за победу над хейтерами. А также, скажем, спасибо Собакину за победу над хейтерами. Надеюсь, что такого больше никогда не повторится, и что мы сможем долго жить в этом мире. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои мнения в комментариях. С вами был Димончик64. Всего хорошего.